Как вы помните, в последнем видео я обещал вам записать игру на ПК. Сегодня я хочу с вами начать забавный и интересный путь в игре. Я очень хотел бы, чтобы вы со мной прошли эту игру и получили столько же удовольствия и настроения, сколько и я. Начнем первую часть этой истории. Игра начинается с изучения пещеры, после которой мы с трудом, конечно же, находим выход и стремимся убежать оттуда. На выходе нас встречает какая-то летающая каракатица. Да, опасным кораблем это вряд ли назовешь, но стреляет точно опасно. От таких происшествий наш герой побежал искать уборную, побежал влево-вправо и по счастливой удаче нашел интересное поселение, в котором, как мы поняли, живут две близняшки-красотки, но только оцените этих курочек. Инопланетная коляска сделала дырку в стене и покидает место преступления. А нас с вами встречает миленький зверечек, похожий на чебурашку, за которым игра непонятно куда ведет, но потом мы понимаем, что нас зверечек ведет-то естественно не просто так, а ведет он нас к сестре, к одной из них, которой мы объясняем, что мы мирные и что мы просто искали, ходили, оглядывались тут по сторонам. Этот диалог мог бы длиться вечно, если бы мы не сказали, что мы из другого измерения и мы, в общем-то, готовы помогать им всем. Мы такие добрые, хорошие и, в общем, почти умер на обрыве. С трудом нам удается договориться с этой курочкой. Вместе с ней мы садимся на этого птера-голубя и направляемся в закат. Привозит она уже нас на новый остров, на котором либо птица слишком много знает, либо она сама очень много знает, потому что она показывает, что вот в той стороне находятся захватчики. Недолго думая, я побежал за ними, естественно, за захватчиками, и увидел вот это вот прекрасное существо. Опасное, ударить нельзя, но похоже очень на гипножабу, надеюсь, вы оцените. После чего я увидел пляж и подумал, что герою пора помыться. Кстати, от воды в этой игре я прям вообще в восторге. Далее я побежал собирать ягоды. Как мы поняли, это наши жизни. Ну, хилки, то есть говоря. Собирал я себе ягоды, собирал. Потом думаю, дай-ка пробегу дальше, посмотрю, что там вообще интересного. А там, видимо, тоже кто-то собирал ягоды и решил прилечь на ящик, полежать, отдохнуть. Ну ладно, я подумал, оставлю его, пусть отдыхает. А дальше пробежался, там капсула какая-то, в которой я нашел себе бронежилет, который молодой Индиана Джонс подбрасывает в руках, чтобы проверить, сколько он весит, и показывает нам всю силу и мощь этого бронежилета. По факту какой-то аэрбэк или кусок железного человека из торса. Ну все, набаловались и увидели заложницу, которую мы, в общем-то, и искали на этом острове, а не вот эти все аэрбэги и железные люди. Одну из курочек увели в неизвестном направлении, а мы нашли вторую капсулу, в которой лежали какие-то часы, как Apple Watch или что это, с щитом, и, в общем, полным функционалом, который поможет нам защититься от пуль и лазеров, и вообще, в принципе, всего, что может стрелять по вам. А также игра предлагает немножко побыть Watch Dogs и повзламывать всякие пароли, чтобы открыть двери. Открыв двери, нам предлагают пробежать мимо лазеров, чтобы продемонстрировать всю силу и мощь. Хочу отметить, что растения и зверушки, всякие живность, она все взаимодействует с вами, жалит и так далее. Постарайтесь обходить. Но если зверушки, которые сидят просто так, не жалят, то растения точно можно обходить. Далее вблизи мы уже видим эту видеокарту с 4 пропеллерами, и из нее выпрыгивает вот это чудище. Нацеливает на нас свою варежку, ну а мы, естественно, показываем, кто тут папочка у нас в доме. Наказав одного вот этого, который выпрыгнул, нам подкидывают еще 2 дурачков, которых мы тоже можем, следственно, убить и получить наш первый дропчик. Наказали этих 2 дурачков, а далее мы увидели, как ведут нашу подружку, которая курочка. Она нас увидела, а также нас увидел снайпер, который закрывал своих братанов, которые уводили мою подружку, вот эту, которая курочка. Наша курочка, в общем-то, не глупая, подождала момент и вырубила одного и второго. По ней, естественно, начали стрелять, она побежала на крышу, схватила одного из 2 охранников, выстрелила.
и попала по тому снайперу, который нас пытался перехватить на улице. Но, как мы поняли, наши киборги так называемые метки, и попали они по бочкам. Он упал. Увидели этот труп и решили посмотреть, что это такое вообще. Оглянулись, посмотрели, потом побежали к трупу, развернули его. А там человек. Посмотрелся на это лицо, видимо, у него там треснуло что-то. И решил забрать у него очки, ну а чё, пропадать добру-то. Забрав у него очки, огляделся влево-вправо и увидел пистолет. Ну вот и все, собственно. Боевой комплект у нас готов. Получив в руки оружие, нам наконец-то дают пострелять из него. И мы вспоминаем 2000 часов в Counter-Strike. Но прошли чуть вглубь, и нам снова дают напомнить о своих часах в Counter-Strike. Переубивали всех врагов, поднялись по крыше и увидели нашу курочку, которую расстреляли эти злодеи, негодяи просто. Оглянулись и вернулись, побежали к ней, а это голограмма, которая испарилась у нас под руками. Далее выбежали трое из ларца, опять начали по нам стрелять, мы спрятались, но у них, видимо, какая-то фишка по бочкам стрелять. И, в общем-то, я улетел просто с этими бочками, как и тот снайпер, который взорвался. Пролет-перелет, и мы уже появляемся за инопланетянина, которого пытает какой-то по истории непонятный мужик, но он похож на доктора Зло, который пытается выяснить, зачем этот аппарат нужен вообще. Этот мужичок пытается надавливать на нас, но мы-то сами не понимаем, для чего и зачем этот аппарат нужен. Кстати говоря, мы и сами не знаем, что это за мужик. Он пытает нашего инопланетянина. В итоге наш инопланетянин так и не раскололся, что это к чему. И в 54-м районе потом объявилась тревога. Наш доктор Зло решил отправить подкрепление и привести нового пленника. Как мы поняли, это все пленники, которые его приводят сюда на допрос. Солдат уходит за новым пленником, а этого убивают. Инопланетянина убивают, и мы переносимся в сон, который очень похож почему-то на какой-то торнадо, что ли, эпицентр торнадо, наверное, так я могу описать эту локацию эту. Где наш герой вспоминает, что у него есть отец, и начинает прогонять мысли через круг. В общем, мы прокатились на этой платформе и вспомнили по чуть-чуть. Красиво, в общем, в этой локации. Бахнуло, и мы возвращаемся на ту же платформу, с которой мы и взорвались. Я бы мог очень долго показывать вам сюжет, но решил чуть-чуть подускорить его, чтобы вы не сидели и не смотрели по полчаса этого ролика. Так вот, что по сюжету. Нас встречает эта вот подруга наша, сестра этой курочки, которую мы спасли, собственно. И рассказывает, что вот мы в другом измерении, грубо говоря, да. И пора бы уже идти на охоту, там, спасать наших жителей, которые внутри этой планеты. Ну а с этого места игра только начинается. И мы погружаемся с вами в игру Outcast: A New Beginning. Начинается наша с вами история с какой-то тропинки, обкутанной лианами, и опять нам напоминают, что мы избранные. На протяжении всей игры нам очень часто будут напоминать, что мы избранные. Герой достает из очевидно большого кармана очки и, видимо, решил рассказать, что они борются с людьми, но потом передумал. И вместо того, чтобы рассказать историю, что это не инопланетяне и не киборги, уходит в закат как агент 007. Ушел я в закат как 007 агент и вот встретил камень, который пытался расколоть. Что делать, как делать, никаких подсказок нету, я просто пробежал мимо и убежал. Бросив этот камень, я добежал до лачуги, которая была на тропинке. А нам надо было бежать на змеи. Соответственно, Даак нам ничего не рассказал по сюжету, видимо, было слишком рано. Хотел сократить до змеи побыстрее через бугры там и так далее, через траву. Но туман не пустил. Побежал дальше, но судьба нас опять привела к этому зеленому камню. Проклятый камень зеленый. Но зато мы поняли, что патроны в нижнем правом углу. После всех неудачных махинаций с камнями мы пробегаем, и нам опять напоминают наш уровень стрельбы. Трупы монстров, кстати, не пропадают с карты вообще. Вот мы наконец-то добежали до змеи, и тут
Красота невиданная. Куча этих клешнеруких. Первое, что я увидел, это такие грибы синие, на которых можно прыгать. Как батут. Ну а чё? Надо же все-таки эффектно явиться туда. Сначала нас встретил Талан, но он был абсолютно бесполезен. По заданию нам надо было найти какого-то немета, и вот мы его все-таки нашли. Который нам почему-то по отсылке дал Star Wars, наверное, или Звездные войны на наш. Вообще все, в принципе, эти клешнеруки, они мне напоминают Звездные войны. Я не знаю, почему они стилистики такой. Но на будущее мы поняли, что этот шаман, он может нас исцелять. Судя по неоткрытым локациям, карта будет огромная. Но мне не понравилось, как двигается мышка за курсором. Это прям вообще трагедия. Это я ускорял на 1.6. Следующая наша миссия уже была найти ядро. И мы успешно выдвигаемся. Побежали до тропинки к воде и увидели там какую-то анаконду с зубами из воды торчащую. Попытались ее убить, но она уворачивалась как могла, я просто стрелял, но долго очень. С 8-го патрона эта гадина все-таки умерла, и мы побежали дальше. На нас выпрыгнула вторая, неубиваемая глиста. На этом, я думал, уже мой путь с глистами закончился, но не так-то и было просто. Они появились опять кучей, и я не стал вам записывать X1, сразу ускорил на большой скорости. Иначе эта битва была бы до завтра. Опять же хотел показать вам этот труп, который не пропадает. Заодно хотел попросить вас поддержать канал. Медленно, наверное, мы подходим к концу первой части. Сюжет нас переносит опять в какой-то сон, где молодой доктор Ксавьер, который подходит к чернокожей женщине и спрашивает, что ты делаешь вообще? Но изначально спросил у нее про какой-то коммуникатор, который она выключила, и держит реликвию в руке. Пыталась намекнуть на переговоры с клешнеруками, но не получилось. С вами, как всегда, был Хайлер Шоу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.